Каждое утро, когда над главной улицей нависал легкий туман, 6 немецких овчарок выходили из-за угла, двигаясь синхронно. Впереди них шла маленькая 6-летняя девочка по имени Эмма. Она была хрупкой, но с уверенным шагом, что выделяло ее среди прочих детей. Местные жители останавливались, чтобы понаблюдать за удивительным зрелищем, как такая крошечная фигурка умело управляла столь большими и сильными собаками. Это было нечто необычное, и единственным объяснением этому было то, что Эмма явно была связана с животными каким-то особым способом, о котором многие даже и не догадывались. Но среди зрителей была одна женщина, которая не могла сдерживать тревогу. Элеонора Питерсон, местная жительница и энергичная активистка, почувствовала беспокойство, наблюдая за Эммой и ее верными собаками. Ее инстинкты насторожили ее. Она решила, что в доме, где живет девочка, происходит что-то недоброе. Эти подозрения, яркие и запутанные, способны были запустить цепь событий, которые вскоре перевернут жизнь Эммы и ее любимцев. Элеонора осознавала, что ей предстоит взять на себя инициативу и разобраться в ситуации, даже если это означало стать противником в глазах добрых людей. Эмма была дочерью дрессировщиков собак, от которых она унаследовала любовь к животным. С самого раннего возраста она проявила уникальный дар успокаивать их своими ласковыми рукодельными прикосновениями. Всего 3 года, когда она все еще включала свои детские игры и распевала забавные песенки, она уже могла находить общий язык с собаками, словно они были ее единомышленниками. Но потом, когда ее родители погибли в автокатастрофе, мир Эммы разбился на 1000 осколков. После этой трагедии она замкнулась в себе, и в ее молчании можно было уловить бездонную печаль. Она нашла утешение в мире животных, которые стали ее единственной опорой, избавляя от горечи. Переехав к бабушке и дедушке в обветшалый дом, Эмма быстро поняла, что ее новые опекуны сталкиваются с трудностями в уходе за ней и ее сворой собак. Бабушка с трудом справлялась с хозяйством, а дедушка часто забывал о своих обязанностях. Это обременение легло на плечи маленькой девочки. Она начала изучать дневники родителей, сохранившие воспоминания о золотых временах, когда весь дом наполнялся смехом и радостью. В них были ясные инструкции и советы, как обращаться с животными. Эмма отдала часть своих забав на потом, погрузившись в изучение языка жестов, чтобы лучше общаться с любимцами и находить взаимодействие между своим внутренним миром и миром животных. С каждым новым утром Эмма все более уверенно выгуливала собак одна. Люди останавливались и с интересом наблюдали, как она управляла их действиями, создавая неконтролируемое восхищение. Постепенно ее взаимодействие с собаками переросло в что-то более значимое. На главной улице у девушки сложился собственный утренний ритуал. На нее лились комплименты, и в глазах местных жителей она заработала репутацию маленькой знаменитости с огромным талантом. Тем не менее, в это время Элеонора Питерсон продолжала настаивать на своих подозрениях. Она не могла просто сидеть и смотреть на то, как Эмма гуляет с собаками, не обладая информацией о тех, кто за ней стоит. Наполненная решимостью изменить ситуацию, Элеонора организовала встречи, известные как «Часы кофе для обеспокоенных граждан», где обсуждали слухи о девочке. Эти встречи стали площадкой для беспокойств, где Элеонора поднимала вопросы о безопасности Эммы и ее собак, что в итоге еще больше накаляло атмосферу в городе. Элеонора, решив организовать полноценную кампанию против семьи Томпсонов, начала искать доказательства, которые подтвердили бы ее подозрения. Она разрабатывала петиции и собирала команду помощников, ставших ее союзниками. Вместе они документировали случаи, когда Эмма и ее собаки якобы вели себя опасно, пытаясь создать убедительное досье на девочку. Кампания напоминала охоту на ведьм, но Элеонора воспринимала свои действия как долг.
На обеде в Ротари-клубе, где собирались местные бизнесмены и влиятельные граждане, Элеонора выступила, описывая ситуацию с Эммой как бы трагедию. Она придала свои опасения этому обществу, надеясь, что жертвы ее обращения заинтригуют местное население. Успех ее обращения подтолкнул некоторых к поддержке, и вскоре Бернард Уитакер и Виктория Харрингтон стали ее помощниками. Они согласились поддержать ее кампанию, активно вмешиваясь в дела семьи Томпсонов. Однако не все разделяли мнение Элеоноры. Некоторые жители, включая офицера Коннелли и ветеринара Стэнли, встали на защиту Эммы и ее прав. Владельцы местных кафе и пекарен также поддержали девочку, ее преданное общество обвилось вокруг нее, как облако, защищающим от грозы. Эмма, несмотря на всю эту напряженность, продолжала гулять с собаками, не подозревая о глубоких конфликтах, которые разворачивались вокруг нее. Журналист Джонатан Пирс, услышав об этой ситуации, взял дело в свои руки и написал статью о Эмме. Его работа быстро приобрела популярность и стала вирусной. Вся страна забеспокоилась о судьбе маленькой девочки и ее чудесных собак. Социальные сети заполнены постами и петициями, призывающими сделать все возможное, чтобы защитить Эмму от ненужного вмешательства. В ответ на растущую общественную тревогу мэр Уильямс провел экстренное совещание, на котором объявил о начале официального расследования по делу Эммы. Он знал, что нужно действовать быстро, чтобы успокоить общественность и снять необходимость обсуждения этой деликатной ситуации. Пресс-конференция, которую он организовал, привлекла внимание медиа, вскоре вся страна следила за новостями, и люди с нетерпением ждали развязки. Общество жаждало услышать экспертное мнение о том, как обеспечить безопасность Эммы. Совместно с командой социальных работников Роберт, один из специалистов, обратился к Эмме с просьбой помочь показать, насколько она и ее собаки были особенными. Она, с игрушечной рацией в руках, была счастлива выиграть эту маленькую битву за свое право быть с животными. Это положило начало битве за ее будущее, а обнаженные мнения и реальные действия окончательно определили предстоящие решения. Чтобы разобраться в ситуации, Родригес установил камеру для наблюдения за Эммой и ее собаками. На экране они фиксировали каждый шаг и каждую деталь их взаимодействия. Эмма общалась с любимцами с помощью сложных жестов и языка тела, когда собаки реагировали на ее команды, создавая целый мир общения, где слова были лишними, но каждое движение значило так много. Доктор Фостер, который следил за целым процессом, записывал, как Эмма выстраивает визуальные связи с собаками, создавая наглядное представление их взаимопонимания. Во время прогулки Эмма чувствовала себя уверенно, и ее собаки создавали живой барьер вокруг нее, указывая на незнакомцев с недоверием и подозрением. Эмма управляла ими с такой легкостью, что каждый проходивший мимо видел, как их единство и доверие были несомненными. Она проводила прогулку с грацией и достоинством, как настоящая хендлер, и это было захватывающе. К команде исследователей, изучающих эту странную динамику, присоединились дополнительные эксперты. Ветеринарный бихевиорист оценил возможность работы Эммы с собаками, а специалист по трудотерапии и социальный работник обсудили различные способы ее интеграции в общество. Эмма продолжала погружаться в молчание, общаясь только с собаками и изредка с бабушкой и дедушкой, что оставляло ощущение глубокой изоляции, которую она испытывала. Неожиданно один из любимцев Эммы, Макс, сбежал из дома в поисках своей хозяйки. Он не смог сдержать свой инстинкт защитить ее. Доктор Джексон, находясь рядом, успокоил ситуацию, подтвердив, что Макс не агрессивен, а лишь испытывает беспокойство. Макс пронзительно указывал носом на Роберта, который чувствовал себя плохо, и вскоре стало понятно, что присутствие Макса действительно было важным. Доктор Джексон заметил, что Макс начинает сигнализировать о сердечном недуге Роберта, чье недомогание в момент заседания бросилось в глаза. Судья,
Обеспокоенный ситуацией, вызвал медицинскую помощь, и зал суда вскоре стал пустым, так как все были заняты спасением. Это стало огромным поворотным моментом для всех. После инцидента Эмма осталась с доктором Джексоном, который пытался успокоить ее и отвлечь от беспокойства. Он показал Эмме фотографии, на которых были ее и собаки в более счастливые времена. Это был первый раз, когда она открылась, проявив свои эмоции. Улыбка и неподдельная радость на ее лице прояснили, как важна эта связь для ее внутреннего мира. В своем блокноте Эмма написала: «Пожалуйста, не забирайте моих собак, они не дают кошмарам вернуться». Она объяснила доктору, что не говорит из-за страха, который охватил ее после трагедии с родителями, и о том, как собаки играют важную роль в ее эмоциональном выживании. Эти слова стали ее мольбой о помощи, и они отразили глубину ее страха и желания сохранить каждую частичку своей жизни. Эмма также делилась своей верой, что ее методы дрессировки связывают ее с родителями. Судья Островский, видя, что Эмма не может выразить свои мысли устно, объяснил ей, что суду нужно услышать ее голос, иначе правда останется неуслышанной. Эмма кивнула и тихо написала: «Макс вернется?» Этот вопрос оставался у нее на уме, создавая атмосферу неопределенности о том, как будет развиваться ее жизнь дальше. На следующее заседание Эмма встала и, опираясь на своего верного пса Макса, начала говорить. Она собрала всю свою решимость, чтобы высказать, что именно собаки спасли ее в трудные времена, когда она потеряла родителей. В ее словах звучала подлинная драма и глубокая привязанность, когда она умоляла не забирать собак, потому что они напоминают ей о родителях, даря тепло и поддержку в моменты одиночества. Судья Островский, тронутый откровением Эммы, признал важность ее свидетельства. Его авторитет и эмпатия стали оплотом для многих, включая Элеонору, которая пересмотрела свои взгляды и предложила профессиональный надзор. Существенные изменения в исходе дела стали многозначительными, они обозначали не только необходимость защиты, но и новые возможности для будущего. Суд вынес решение, что собаки могут остаться с Эммой при соблюдении всех необходимых правил безопасности. Бабушка и дедушка получили дополнительную помощь и поддержку, что позволило им стать более уверенными в уходе за девочкой и ее питомцами. Суд отметил важность поддержки Эммы на ее пути к исцелению, что создало новую атмосферу вокруг семьи. После всего, что произошло, Элеонора Питерсон, которая испытывала мужество в сердце и понимала, как сильно конфликты влияли на девочку, решила встретиться с Эммой. Она подошла с простым предложением поговорить, и Эмма, несмотря на присутствие доктора Джексона, согласилась, что стало началом нового диалога между ними. Элеонора, собравшись с духом, прошла через сложный путь к примирению. Элеонора, осознавшая свои ошибки, извинилась перед Эммой за все действия, которые могли затронуть ее жизнь. Она открылась, рассказывая о том, как ее собственная машина проехала на красный свет, когда произошла страшная катастрофа, забравшая родителей Эммы. Девочка была шокирована, но ее собака мгновенно отреагировала на изменение состояния Эммы, что было и другим подтверждением их особой связи. Доктор Джексон внимательно наблюдал за Эммой, пытаясь защитить ее от эмоционального потрясения, но он был удивлен, когда Эмма положила руку ему на плечо, выражая поддержку и уверенность, хотя и с легким напряжением в глазах. Эмма, не в силах не реагировать на Элеонору, также смотрела на нее с вопросов и сомнений, которые забили ее сердце. Элеонора, ощущая тяжесть своей вины, продолжала рассказывать о своих переживаниях. Она делилась тем, как чувствовала себя преследуемой призраками после аварии и как убедила себя, что собаки представляют опасность. Это было ее способом справиться с внутренними демонами. Эмма наконец произнесла, как сильно Элеонора причинила боль ее родителям, когда взяла на себя ответственность за потерянные жизни.
Собаки, почувствовав атмосферу, успели узнать запах Элеонор с места аварии. Эмма обратила внимание на то, как они отреагировали на этот запах, и Элеонора физически съежилась от осознания своей ответственности. Ей стало стыдно за то, что она сделала, и ее надо было поддержать. В тот момент, когда Элеонора призналась Эмме в сокрытии правды о несчастном случае с родителями, она выглядела не только уязвимой, но и искренней. В ее голосе звучала тона раскаяния. Она объясняла, что в момент аварии была под воздействием алкоголя. Это откровение стало новой вехой не только в жизни Эммы, но и для самой Элеоноры. Осознавая, что ее действия привели к печальным последствиям, Элеонора подала заявление об уходе со всех своих общественных функций, оставив все споры позади. После того, как Элеонора призналась, она сделала важный шаг, дав полные показания и исправив запись в протоколе. Эмма была рада, и она, казалось, почувствовала облегчение от того, что эта правда наконец-то была оглашена. Она понимала, что все, что произошло, навсегда изменит их жизни, и ей было важно, чтобы это случилось. Элеонора со слезами на глазах положила конверт с официальным письмом, признавая свою ответственность и подводя итоги пережитым испытаниям. Она осознала, что ее собака, Макс, проявила больше мужества и честности за все время, чем она сама, и это заставило ее задуматься о своих действиях. В разговоре Эмма спросила, почему Элеонора решила открыться именно сейчас. Элеонора объяснила, что именно просмотр видеозаписи, на которой была показана реальность, открыли ей глаза на все, что случилось в тот судьбоносный день. Она стремилась искупить свою вину и сделать так, чтобы Эмма не потеряла еще кого-то из-за ее действий, что подчеркивало их общее стремление к примирению. Вскоре полицейская машина привезла Макса, который, как поговаривали в округе, был обвинен в нападении, но с него сняли все обвинения, и он классифицировался как служебное животное. С Эммой произошла невероятная встреча. Она радостно приняла своего верного друга и с помощью объятий, полного любви, сообщила о своих чувствах, что создавало ауру надежды. Элеонора, осознав, какую важную роль играет Эмма в ее жизни, решила создать трастовый фонд для образования Эммы и ее будущих потребностей. Наконец, ее мудрость открыла ей новые горизонты, когда Марта и Роберт, бабушка и дедушка Эммы, согласились на траст, который отдельно включал поддержку на уход за собакой. Это означало новый уровень заботы и поддержки. Доктор Натан Джексон, наставник Эммы и профессионал в своем деле, разработал программу терапии с помощью животных для Эммы. Он объяснил, что она создала сложную коммуникационную систему с собаками, став очень умелой и коммуникабельной. Характер ее общения с собаками стал выдающимся, и это привлекло внимание исследователей из университета Тафтса, заинтересованных в ее успехах. Огромные изменения произошли на глазах у всех. Марта и Роберт разрешили ограниченное исследование терапевтических преимуществ уникального подхода Эммы и ее собак. Эти моменты стали новым поворотным этапом их жизни, открыв сердца и возможности, которые раньше казались недостижимыми. С каждым новым днем Эмма стала больше говорить, ее словарный запас заметно увеличился. Она начала объяснять доктору Джексону, что для собак слова не важны, а для людей они необходимы, чтобы правильно понимать эмоции. Это осознание показало, насколько глубоко она проникает в механизм общения, и это придавало ей уверенность. Родители Эммы составили план посещаемости для девочки, который сочетал бы утренние занятия и терапию в социально привлекательной и доступной форме. Администрация школы сначала отклонила просьбу Эммы взять Макса, но общество стойко поддержало ее, и это было огромным успехом для девочки, которая искала место, где ее принимать такой, какая она есть. Эмма начала посещать школу 3 раза в неделю, и ее успеваемость улучшилась, особенно в чтении и естественных науках.
Социальная интеграция протекала постепенно, но к декабрю у нее появились друзья, которые поддерживали ее во всех начинаниях. Это стало важным событием в ее жизни. Несмотря на все бурные события, Элеонора осталась в Хайянисе, даже несмотря на общественное осуждение и неприязнь, с которой она столкнулась после своих поступков. Однако во время зимнего шторма она не смогла устоять пред призывом совести и приехала на помощь семье Томпсонов на арендованном внедорожнике. Это стало символом примирения и, возможно, первым шагом к восстановлению связей. История Эммы – это свидетельство того, как семья понимается не только в кровных узах, но и в поддержке в трудные времена. Привязанность, сострадание и забота о близких, непреодолимые испытания и находчивость доказали, что настоящая любовь преодолевает любые преграды. Эта удивительная история о сильной девочке и ее верных собаках напомнила каждому о важности сострадания, понимания и о том, как мы можем справляться с самыми трудными моментами, когда у нас есть поддержка.